конце 60-х годов электронная синтезаторная музыка, конечно же, по-прежнему оставаясь во многом экспериментальной, лабораторной и интересной только любителям авангарда, все-таки стала уже приобретать некий флер экзотики. Экзотики, если непонятной еще пока широким массам слушателей и покупателей пластинок, но то, по крайней мере, вызывающее у них уже любопытство. Электронная музыка постепенно начинала становиться крутой. Однако в 1968 году вот никто из этой самой музыкальной общественности понятия не имел, как слушатели, широкие слушатели, воспримут появление альбома Switched on Bach. Подключенный Бах. Альбом Уолтера Карлоса. С одной стороны, пластинки, записанные с помощью синтезатора Moog, уже стали пробивать себе места в музыкальных чартах. Например, альбом электронного дуэта Бивера и Краузе Non Such Guide. С другой стороны, пластинка Switched on Bach все-таки представляет собой исполненную на синтезаторе музыку Иоганна Себастьяна Баха, то есть классическую музыку, что в конце 60-х годов автоматически делало этот альбом как раз таки не очень крутым. Осенью 1968 года звукозаписывающая компания Columbia устроила корпоратив, на который были приглашены и слушатели, и случайные посетители, а также музыкальная общественность, критики, журналисты. И они как раз обсуждали между собой появление этих двух пластинок. Но обсуждением пластинок занимались, собственно, именно журналисты и музыкальные критики. Остальные посетители этого корпоратива просто хорошо проводили время и ненавязчиво передавали друг другу косяки с марихуаной. А что касается того неизвестного тогда музыканта, который записал музыку Баха на синтезаторе Moog, то его на данном корпоративе вообще не было ни видно, ни слышно. Однако, при всем при этом, именно альбом Switched on Bach впоследствии изменил звучание и рок, и поп музыки, да, впрочем, и классической музыки. Но что касается классической музыки, то, может быть, изменил звучание, это громко сказано, но, по крайней мере, этот альбом, безусловно, изменил восприятие классической музыки широкими массами слушателей. Альбом оказал огромное влияние на дальнейшее развитие, собственно говоря, и электронной музыки, но также и различных жанров просто популярной музыки. Альбом Switched on Bach впервые в истории стал альбомом классической музыки, который по своим продажам добрался до статуса платинового альбома. Уолтер Карлос каким-то магическим, виртуозным способом сумел сохранить уникальность, новизну звучания синтезатора и в то же время не превратить данный альбом в авангард, в чистый авангард, который интересен очень немногим слушателям. Switched on Bach стал поистине универсальным альбомом, который был по-своему интересен всем. Вот только, правда, оркестровым музыкантам пришлось немного понервничать, потому что когда они услышали, как один синтезатор воспроизводит все их умения и усилия, то тогда им стал уже мерещиться призрак их
трудовой занятости, их работы, и этот призрак как бы уже растворился в небытие. Но, к счастью, эти страхи оказались, если не совсем безосновательными, то очень сильно преувеличенными. Слушатели же раскупали пластинки Switched on Bach буквально на протяжении нескольких часов после того, как они появлялись на прилавках музыкальных магазинов. Боб Мук, создатель синтезатора Moog, и Уолтер Карлос буквально на следующее утро проснулись знаменитыми. Они стали желанными гостями различных интервью, телевизионных и радио ток-шоу и безусловными авторитетами в области современной музыки. Сам Уолтер Карлос так рассказывал о тех мотивациях, которые сподвигли его на создание именно такого альбома. Я подумал, что людям необходимо предложить немного традиционной музыки, чтобы они могли услышать вразумительную мелодию, гармонию, ритм и все эти старые проверенные ценности. И вот тогда родился вполне себе изящный новый стиль. Более-менее подробно о биографии Уолтера Карлоса, о том, где он учился и как познакомился с Бобом Мугом и синтезатором, я рассказываю в другом видео, который посвящен альбому Уолтера Карлоса «Sonic Seasonings». Филипп Рейми, сокурсник Уолтера Карлоса по факультету музыкальной композиции в Браунском университете, рассказывает о тех временах так. Одно из моих самых живых воспоминаний той поры – это бесчисленные ночные сессии в Центре электронной музыки. Когда мы с Уолтером возвращались в университетский кампус ранним утром, одурело мигая от солнечного света, пересекали, пошатываясь, Бродвей, чтобы зайти в кафе и выпить чашечку кофе. Уолтер был просто маниакально привязан к магнитофонным машинам. В конце 60-х годов Уолтер Карлос познакомился с женщиной, с музыкантом, которая на долгие годы стала его верным соратником по музыке. Это была Рэйчел Элкинд. У нее был опыт выступления на джазовой сцене и в жанре музыкальной комедии. Именно Рэйчел Элкинд предложила идею записи музыки Иоганна Себастьяна Баха. Она настаивала на том, что если на синтезаторе записать авторскую музыку, тогда еще никому неизвестных композиторов, к тому же в жанре авангарда, то к успеху это точно не приведет. Уолтер Карлос же вспоминал, что в те годы многие просто даже не знали, как правильно произнести слово «синтезатор». Многие музыкальные продюсеры отказывались произносить это слово. Причем дорожка-то уже была проторена. Дорожка новой интерпретации, нового восприятия классической музыки. Потому что лондонская группа Nice, руководимая впоследствии легендарным клавишником Китом Эмерсоном, уже выпустила свою рок-версию Бранденбургского концерта того же Баха. И эта пластинка неожиданно стала хитом в Англии. С первого отделения третьего Бранденбургского концерта Баха и начали работу над пластинкой Уолтер Карлос и Рэйчел Элкинд. Рэйчел занималась продюсированием альбома, а всеми синтезаторными партиями и тембрами занимался Уолтер Карлос. Во время записи альбома Уолтер Карлос очень точно представлял себе, как должна звучать буквально каждая нота. Впрочем, к тому времени Уолтер Карлос уже, так сказать, переродился в другого человека. Знающие люди в курсе
А здесь, сейчас я рассказываю историю музыкальную, историю создания эпохального альбома. И в чисто персональные дела, биографии Уолтера Карлоса я предпочту, так сказать, не соваться. Итак, важнейшей частью работы над данным альбомом было создание, нахождение, как сейчас говорят, наруливание на синтезаторе новых звуковых музыкальных тембров. Причем эти тембры, найденные, не были чисто и имитационные. Они не замещали собой звучание реальных оркестровых инструментов. Они, конечно, основывались на партитурах пианино, там, клавесина, флейт и других духовых струнных инструментов, но при этом это были электронные звуки, уникальные и доселе никем не слыханные. И само это уже автоматически выводило альбом на самые передовые рубежи электронной музыки. Становилось понятно, что Уолтер Карлос готовит такую настоящую музыкальную бомбу. Запись альбома продолжалась с весны до осени 1968 года. Безусловно, суперудачное название Switched on Bach, то есть подключенный Бах, или врубающийся Бах, если переводить его языком сленга, подсказал арт-директор компании Columbia Йон Берг. Рэйчел Элкинд рассказывала, что когда она впервые услышала это название, она сразу его возненавидела, потому что это название было настолько удачным и попадающим в цель, что никакие другие варианты можно было уже не рассматривать. Альбом получил самые разнообразные отклики музыкальной общественности и, как я уже говорил, самый живой интерес широкой массы слушателей. Однако не было никаких сомнений уже тогда, что эта пластинка изменила восприятие музыки, электронной популярной музыки, как музыкантами, так и слушателями. Что касается музыкантов, то такие выдающиеся клавишники, как уже упомянутый Кит Эмерсон, японский электронный композитор Томита или Стиви Уандер и другие, они признавались, что именно альбом Switched on Bach привлек их внимание к синтезатору. После этого они стали использовать в своем творчестве синтезаторы. Рэйчел Элкинд и Уолтер Карлос продолжили еще долгое время свое музыкальное сотрудничество, записали несколько пластинок и два очень громких, таких культовых, можно сказать, саундтрека к фильмам Стэнли Кубрика. Это «Заводной апельсин» 1972 года и «Сияние» 1980 года. Вот особенно, кстати, саундтрек к фильму «Заводной апельсин» также сделал свой вклад в то, что звучание синтезатора стало восприниматься как нечто, безусловно, очень современное и очень крутое. То есть звучание синтезатора уже входило в свое совершеннолетие. Итак, альбом 1968 года Switched on Bach, Уолтер Карлос. Не просто важный альбом в истории электронной музыки, а краеугольный камень этой самой электронной музыки. Не будь этого альбома, конечно, говорить в сослагательном наклонении дело неблагодарное, но все-таки в данном случае это, наверное, так. Именно эта пластинка во многом определила самые разнообразные течения электронной музыки, которые мы знаем даже и в наши дни. Пластинка изменила само восприятие
музыки, потому что какие-то новые, неслыханные, самые смелые и дерзкие тембры стали после этого, ну, делом совершенно обычным и воспринимаемым вполне на ура самыми широкими массами слушателей. Так что обязательно необходимо этот альбом прослушать всем любителям электронной музыки, безусловно. Спасибо огромное за внимание.